Счастье, счастье, счастье летит. Моим любимкам, близнецам, счастье летит. Мы за него крепко держимся. Вот в такую красивую форму его оформляем. Форму позитива, форму философии жизни. И крепко держимся, несмотря ни на что. Весь 23-й год с счастьем, за которое крепко держимся. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, крепкий лайк. Спасибо. И смотрим с вами февраль месяц. Конечно же, всегда начинаем с управителя. Ваш управитель Меркурий. Начинаем с вашего управителя. Наконец-то Меркурий в прямом движении. Наконец-то Марс, который стоит у вас долго, который уже сам устал находиться здесь. И вам эта энергия Марса у вас своей достаточно. Но ладно, про Марс мы тоже поговорим. Марс тоже пошел на прямое движение. И, конечно же, Уран. Уран тоже был в ретроградном движении, долго находился в ретроградном движении, тоже пошел на прямое движение. То есть много воздуха такого хорошего, свежего, успокоиться, разобраться, никакой такой спешки, гонки, что-то тебя подталкивает делать, решать, двигаться, мыслить. Это все становится такое абсолютно нормальный свой выходит режим. Итак, ваш Меркурий до 11 числа находится в очень приземленном знаке зодиака Козерог. Да, Меркурию там не разобраться. Слово не расходится с делом. Обещал – сделай, договорился – выполни. На какое время ты назначил – следуй этому времени. То есть там Меркурий такой, это абсолютно не ваш Меркурий. Вам с этим Меркурием сложновато. Плюс еще, конечно же, Марс, который эту конкретность, четко, ясно, все по правилам, все по расписанию, выполняй, все четко делай. Тут еще и Меркурий дает эту энергию, которая вам абсолютно у вас своей достаточно. Эта энергия огня, она так прям подталкивает на какие-то решения. А решения нужно принимать так, чтобы они не расходились с делом. Надо успеть влиться в то, что ты обещал, все, что ты запланировал. Но это абсолютно не ваша такая энергия. Поэтому, конечно, у вас все немножечко было такое, ну как-то не особо было, именно вот по Меркурию не особо было комфортно, но в то же время как-то и подстегивало. Многие в этот период, до 11 числа, пока еще находится Меркурий в знаке зодиака Козерог, многие успеют завершить какие-то свои прожекты, свои какие-то дела, какие-то свои планы, потому что Меркурий загонит в рамки, загонит в условия, загонит в правила, и ты все равно волей-неволей ты это выполнишь, ты это сделаешь. А с 11 числа Меркурий переходит в знак зодиака Водолей, такая же стихия, легкая, воздушная, делать, пробовать, начинать, интерес большой появляется. И эта информация, и обрабатываешь все, что ты перерабатываешь информативно, ментально, мысленно, все равно происходит легче. И плюс ко всему еще сам по себе Марс идет на прямое движение. То есть и эта энергия, да, ее много, но хотя бы она будет с вами в унисон. Итак, смотрите, пока Меркурий будет еще находиться в знаке зодиака Козерог, 6 числа сразу сделает очень хороший секстиль с Нептуном. Нептун находится в Рыбках, Меркурий находится в Козероге. И для вас это такая позиция, когда такой сектор, когда много есть романтики, много есть творчества, такой интересный подъем, какой-то к чему-то к новому, что вы хотите опять что-то изучать, опять что-то познавать. Многие захотят, возможно, и учебу какую-то начать, очень короткую, какой-то короткий курс возьмете на что-то, какое-то короткое изучение чего-то. Это совсем такой может быть курс, ну, может быть, вам и не свойственным, но вот вам надо в вашем бизнесе усвоить маленький, допустим, кусочек бухгалтерии.
чтобы хотя бы какое-то представление иметь о бухгалтерии и, может быть, даже какой-то контроль вести над тем, кто занимается у вас бухгалтерией. Кому-то, может быть, нужно будет пройти и сдать на права, потому что транспорт есть, ездить, нашел где-то работу далеко, у тебя транспорт есть, а нужно только сдать права. То есть короткий курс возьмешь, и ты его быстро освоишь, и ты его сдашь. То есть очень хороший такой, очень хороший аспект. Дальше 10 числа, когда еще находится в Козероге, тоже сделает соединение с Плутоном ваш Меркурий. Это очень основательный аспект между Меркурием и Плутоном. Это такого бумажного характера. Надо документы куда-то послать, переслать, что-то получить, ответить на какие-то запросы, на какие-то документальные вещи, отправить кому-то, где-то подпись поставить. И это очень гармоничный аспект. Вполне может быть, что если вы где-то пробивали себе надбавку куда-то, или вы судебное заседание у вас какого-то характера было, раздел имущества был, или у вас был раздел по алиментам, вам нужно было решить этот вопрос. Здесь у вас тоже возможно и попросят с вас какую-то бумагу подтвердить, какую-то копию прислать, где-то расписаться, где-то прислать какой-то документ подтверждающий. Необходимо, допустим, с госпиталя, где вы находились, достать, прислать ту бумагу, где вы находились, и поэтому вам сделают начисление. Вполне может быть, всплывут какие-то, знаете, из прошлого, потому что все-таки по Плутону, и Плутон стоит в Козероге, это могут быть дела, например, вас незаконно уволили, или вы в какой-то период болели год-два назад, и вы были на больничном, а вас сократили в этот период, потому что был такой период, мы знаем, что 2 года мы с вами сидели, сокращали все работы, и мы не так были мобильны, как раньше, и вас... То есть вы можете, всплывет эти факты, вы можете поднять эти факты, и вы можете на сегодня получить очень хорошую компенсацию. Чудесный аспект между соединения между Меркурием и Плутоном, и это все находится в Козероге. Дальше сделает Меркурий транзит в знак зодиака Водолей, и тут же сделает 14 числа напряженный аспект с Лилит. Ну, это фиктивная точка, но любит, конечно, она любит, конечно, еще и делает с Меркурием, то есть с вашим управителем. Лилит находится в знаке зодиака Овен. И такая, Лилит такая, знаете, амбициозная. Всезнайка, я знаю, Это кто-то приносит тебе информацию и говорит, это 100% эта информация. Я знаю. Мне сказал мой начальник, или мне сказал мой преподаватель, или мне сказал, точно у нас сокращение, и ты туда попадаешь. Я слышал, я видел, как там имя твое было написано. Точно, 100%. Это вот такая Лилит. Она, знаете, во льве это я все знаю. Я все знаю, и я точно все знаю, вам точно говорю. Вот такая вот она там очень амбициозная. И ты даже в какой-то момент думаешь, да, действительно, я слышал, и у меня такие, я слышал эти разговоры, или даже я видел. Вот такая путаница делается. Конечно, Меркурий очень поддается под влияние Лилит. Это напряженный аспект выстраивается. Он короткий, вы просто должны про это знать. И каким-то образом, если кто-то вам говорит, что я видел где-то твоего друга или твою подружку, или твою дочку где-то видел, она там стояла, курила, или там какие-то неприятные вещи, не поддавайтесь ни на что. Лучше сразу спросить у своей дочки или у своей жены или у своего там друга. То есть обращайтесь сразу к первоисточнику, и пока вы точно не узнаете, не принимайте никакого решения. И не расстраивайтесь ментально в голове, не принимайте никакого решения и не принимайте расстройство какое-то. Пока вы его не получили, оно к вам не касается. Как только вы пустили это к себе состояние, его
сам-то аспект очень короткий, он расходящийся, но как ты получил его, ты потом попробуй от него избавиться. Поэтому лучше на это не цепляться, просто зная, как себя ведет Лилит на таком аспекте. 18 числа опять и снова ваш роскошный Меркурий, который будет находиться уже в Водолее, сделает чудесный секстиль к Юпитеру. Ну, к Юпитеру ждите хороших новостей, ждите прекрасных, чудесных известий, которые долгожданные, которые давно вы ждали. Кто-то, может быть, узнает хорошую для себя новость. Визу открыли, вы сможете передвигаться, можете встретиться, переехать. Кто-то приглашение на работу, кто-то узнает о том, что он очень благополучно сдал экзамен, кто-то узнает о том, что он удачно прошел какие-то тесты, анализы, которые проходил в каком-то медицинском учреждении. Очень хорошее известие, которое принесет Меркурий. И это воздушная стихия, легкая, долгожданная. Оно прям ворвется в вашу жизнь, украсит, просто украсит ваш этот месяц. Но смотрите, сам по себе месяц вами управляет тот, кто вас злит. И вот эта фраза делается от Лилит. Вы можете проигнорировать, понимая этот аспект, а можете вот это подцепить, и тот обстоятельство или тот человек, который вас злит, он в течение месяца и будет вами управлять. Вот эту вот подсыпать эту злость. То есть вами управляет тот, кто вас злит. Убираем вот эту возможность кому-то дать меня раздражать и злить. Дальше смотрим, смотрите, опять Меркурий. Посмотрите, какой активный Меркурий. А это ваш управитель. И Меркурий 22 числа сделает прекрасный, чудесный, гармоничный трин или тригон к Марсу, который находится у вас. К Марсу, который находится у вас. Сделает очень гармоничный аспект. Итак, Меркурий находится в Водолее, в воздушном знаке. Марс находится у вас. И они между собой делают очень хороший гармоничный аспект. Конечно, безусловно. Это что-то в личной жизни какие-то идут просто грандиозные изменения. И это энергии, которые сбалансируют, а вам нужен всегда, вас перебивает, всегда есть каких-то два мнения, то так хочешь, то так хочешь, то так решил, то так решил. И вот вас этот аспект очень хорошо сбалансирует, то есть обе энергии восстановятся. Хороший баланс, то есть у вас не будет никаких сомнений, у вас очень хорошие выстраиваются отношения. Если с кем-то вы в споре или если с кем-то был какой-то, может быть, затяжной скандал, здесь даже неожиданно получаете звонок, и человек идет на примирение. Либо сами захотите, скажете, ну что мы так долго не разговариваем или так долго не общались, и это все решаемо, что произошло между нами. То есть какое-то такое, знаете, складывается пазл, где ты наладишь все свои вот эти отношения, которые были как-то немножко прерваны. Дальше что смотрим? А дальше мы с вами смотрим, конечно же, Венера. Венера находится до 20 числа на просто своем пике, на самом лучшем своем экзальтированном положении, находится в Рыбках до 20 числа, а потом дальше тоже прекрасно заходит в знак зодиака Овен, и тоже там просто два счастья, большое и малое, так как там находится Юпитер, тоже очень гармоничный аспект. И смотрите, что делает Венера. Она 8 числа, когда еще находится на прекрасном, на роскошном таком пьедестале, делает очень красивый секстиль с Ураном. Для вас это неожиданное, случайное, вдруг. Это может произойти встреча с человеком, которого вы очень давно не видели. И вы его потеряли. И это может быть кто-то очень близкий вам человек, вашей душе близкий, вашему родственному такому. Кто-то с братом давно не потерял связь, не переписывался. Кто-то, возможно, с папой как-то прервались отношения и никак не могли долго. Кто-то с сыном.
То есть вы можете на таком великолепном, чудесном аспекте узнать может произойти хорошая встреча. Она может быть такой случайной. Вы ехали совершенно, вы находитесь в другом городе, вы находитесь, может быть, в другой стране, вы едете где-то по эскалатору, поднимаетесь, и вы на этом же эскалаторе поднимается просто пропажа, которая много лет не давала о себе знать. Вы можете вот так слушать. Вы можете в соцсетях очень случайно с кем-то встретиться. То есть этот аспект говорит, этот аспект счастья, вот счастливый, что-то такие события происходят, которые очень внезапные, очень неожиданные. Долг кто-то вам долго не отдавал долг, и вы не могли найти никак. Человек забрал у вас деньги, одолжил деньги и исчез, потерялся. Вы уже много лет о нем ничего не слышали. Вы можете получить свой долг назад. Тоже такое может быть. А также 19 числа, перед тем, как сделает Венера транзит к Овнам, прям в самом конце, она сделает 20-го Венера, а это 19 числа, тоже очень красивый, роскошный секстиль с Плутоном. Абсолютно, абсолютно это говорит о том, что вот еще раз и еще раз, какая-то материальная, решается очень какой-то материальный вопрос, а также вопрос вашего здоровья, вашего физического состояния, вашего ментального состояния. Очень положительно, кто проходит лечение, положительный результат. Кто-то от какой-то избавляется зависимости, положительный результат. Кто-то пробивает себе какую-то материальную надбавку, выбивает себе какую-то оплату, или вы куда-то внесли деньги в строительство. И такого грандиозного строительства, оно было вроде как-то даже такого масштабного, кто-то в квартиру вложился, кто-то вложился, может быть, участок какой-то, и вы по каким-то определенным причинам документы неправильно составлены были, подписи не те, и вы никак, или строительство не начиналось, и как будто бы вы даже потеряли надежду на то, что может что-то измениться в этом направлении. Вот именно на этом аспекте вы можете узнать, что начинается новое строительство, или ваши документы подтверждены, что это действительно вы, что это ваш участок, и вы можете начинать там что-то строить. То есть очень, очень хороший аспект удачи, счастья, везения. Дважды будет 8 и 19 числа. 5 числа будет полнолуние во Льве, а 20-го новолуние в Рыбках. И во Льве, и в Рыбке для вас это карьерный рост. Здесь что-то одно заканчивается на полнолуние, подводите итог, черту какую-то, а на новолуние тоже абсолютно карьерная. И статусная, статус какой-то меняется. Либо вы узнаете о том, что вы становитесь родителями, либо вы, так как это будет новолуние, планируете, вы хотите, у вас уже это в планах, или вы только об этом узнаете, и, конечно, это у вас будет на первом плане, что у вас будет пополнение. Все, что связано с карьерой, все, что связано со статусом. Ну что, мои хорошие, вот такой плюс-минус для вас месяц. И этот месяц не дайте вот этому аспекту, который будет в самом середине месяца 14-го, напряженный аспект Лилит, потому что Лилит так цепляется к Меркурию, любит там раздолье там ей находиться. Поэтому этому аспекту тот, кто вас злит, тот вами управляет. Поэтому не злиться, а сразу решить вопрос. Сразу для себя что-то решить, потому что это отрицательная эмоция надолго поселяется. Аспект короткий, кто-то неприятное сказал, смс-ку неприятную какую-то прислал, и тебе это так село, и ты начинаешь это пестовать, начинаешь это обслуживать, эту мысль, она к тебе засела, уже все остальное, все мимо проходит, потому что ты только этим занят, что так глубоко садится, особенно вот на этот такой аспект, когда напряженный между Лилит. Ну что, мои хорошие, вот такой месяц. Прекрасный, чудесный месяц. Конечно, вот эти два секстиля, которые будет делать Венера, это секстили счастья, удачи, успеха. Что я вам, конечно же, в этом месяце очень сильно желаю, так как у вас долго стоит Марс. Я знаю, как этот Марс вам
Итак, у вас достаточно легкая энергия. Вам не нужна абсолютно еще помощь какая-то энергия. А здесь, получается, на ретроградности это уже была не помощь. Но вот сейчас на прямом движении это немножко другое, но все равно задержался у вас Марс. Поэтому, конечно же, успех, удачи и счастья вам в этом месяце. Бесконечно вас уважаю, мои хорошие. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, только ставим, посылаем лайк и ставим счастливый лайк. Держимся за, конечно, формулу и форму позитива, философии жизни и стержень, несмотря ни на что. Подписывайтесь, становитесь спонсорами канала. Обнимаю вас.